Добрый день, дорогие скорпионы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на июнь 2024 года. Ну что, мои дорогие красивые, как говорится, присаживайтесь поудобнее, будем разбираться, каким будет первым месяцем этого лета. Да? И здесь, ребят, конечно, ситуации в вашей жизни будут сталкивать вас на работу, на достижение, на осмысление, переосознание, все те истории, к которым вы ранее не очень прислушивались. И здесь такая история, конечно, если они не случились с вами в конце мая, да, то они, конечно же, все-таки догонят в июне. Здесь такая история. Я не скажу, что они будут заканчиваться плохо, они же наоборот будут происходить как раз-таки, задевать внутренние все ваши моменты, которые вы не прошли, не проработали, как сейчас модно это говорить, да, в которых вы не захотели возиться. Будут случаться ситуации различного характера. У скорпионов это, как правило, финансы, это, как правило, отношения, это, как правило, еще и касается здоровья, в том числе физического и ментального, да, психического, можно это так сказать, да, внутренние ощущения, переживания, кто я, куда я иду. И здесь, конечно же, такая история, что вы все равно из этих ситуаций выберетесь в плюс, да. Но чем быстрее вы, естественно, начнете выбираться с этих историй, тем лучше будет для вас, потому что как раз-таки у нас в мае развернулся Плутон, в начале мая. И здесь, конечно же, истории с вами сейчас будут идти, я бы так сказала, на ускорение, да, то есть все прошлые моменты, с которыми вы не хотели работать, с которыми вы не хотели возиться и как-то закрывали глаза, они будут вам казаться, такое ощущение, что словно специально, да, достают вас и словно специально случаются, но они даже будут случаться в тот самый удачный момент для того, чтобы вы успели быстро и ловко в этом во всем разобраться. Поэтому, если вы будете понимать, что что-то касается вашего здоровья, начинает сыпаться здоровье, вы начинаете хворать, начинаете скатываться куда-то в депрессивное состояние, начинают немножко шататься ваши финансы и отношения, либо же все вместе. Конечно же, ребят, если все вместе, это история про то, что надо прям быстро понимать, что вы делаете не так, а у скорпионов эта история всегда про то, что вы делаете что-то не так, но упорно себе врете, себе, да, что все якобы так, или я все равно стараюсь, я борюсь, я делаю, я иду. Значит, не туда идете, не так идете, поэтому здесь необходимо такое переосмысление, залазить, естественно, внутрь себя и понимать, чего вы хотите-то на самом деле, мои дорогие, потому что у скорпиона всегда так начинает сыпаться финансы и потом уже здоровье, да, когда вы не реализованы, потому что вообще, в принципе, это основная такая задача скорпионов по жизни. Если же вы октябрьские скорпионы, то здесь больше, конечно, реализация про отношения, да, про отношения, про вашу реализацию в семейной жизни, в любовных отношениях в том числе, да, потому что для скорпионов это такая очень важная история. Вообще полностью, абсолютно знак зодиака Скорпион – это про то, что быть партнерским знаком, потому что Скорпион в идеале в своем это партнерский знак. В конце, кстати, ролика прикреплю видео большое часовое про скорпионов, там все про вас, дорогие, посмотрите. И здесь история, конечно же, те, кто родились в ноябре, здесь история не просто реализация в партнерском отношении, не просто реализация в бизнесе, не просто реализация в финансовой истории, да, но здесь история про то, что еще помогать людям и помогать миру, потому что Скорпион – это тот самый знак зодиака, который спасает этот мир. Казалось бы нам, да, что многие, те, кто не скорпионы, сейчас смотрят, говорят, да я знаю скорпиона. Вот. Мне очень часто пишут, что скорпионы, они вот такие негодяи. Я говорю, да ладно, вы просто не умеете с ними дружить, общаться. Ну, то есть вы не умеете их готовить. Лично у меня в окружении очень много скорпионов, классные люди, потому что глубокие, осознанные, мыслят, идут куда надо по жизни, да, но их жизнь непроста. Она сложная, да, точно так же могу сказать про тех людей, у кого в натальной карте очень сильный Плутон, и человек живет с этим Плутоном, он еще и напряженный, да, это управители ваши, ребят. И здесь такая история,
Потому что человек всегда берет сложные нагрузки, не может жить вот в таком легком, там что-нибудь там случилось в работе, такой, кто-нибудь там ноет, переживает, а Скорпион такой сильный, говорит, и что, случилось, быстро разрулил, не получится, потерял в деньгах, за то время сэкономил, здесь сделал, здесь опыта набрался, здесь поднялся, здесь уже вот так вот это вот все быстро, и не тянется резина, да. Поэтому, дорогие Скорпионы, понимаете, куда вы идете, для чего вы идете, да. Потому что у всех, в принципе, скорпионов свое такое предназначение, да, но основная задача ваша, конечно же, по жизни, если сыпется здоровье, если сыпятся партнерские отношения, финансы, значит не то делаете. Ребята, это основной такой маркер скорпионов, понять, делаете вы то или не то. Ну и вы, естественно, сами понимаете, как вы хотите жить. Вы не хотите жить там как бы просто. У вас претензии на эту жизнь большие, высокие, интересные, да. У вас такой достаточно глобальный философский подход, потому что ваш управитель Плутон это вообще ни разу не простая планета, да. Здесь история, в принципе, про власть и про доминирование. Хотите ли вы просто бытовое такое доминирование? Или вы выходите за рамки вот этого маленького человека, да, доминирования просто в отношениях, и вы выходите так на большую арену, занимаетесь большим бизнесом, большими делами, решением больших проблем, это финансовый, либо это миротворческий, либо это помогает реально спасать большое количество людей. Неважно, какими инструментами вы этим владеете, да, здесь может быть, я не знаю, от психологии добыть преподавателем в школе, да, все зависит, естественно, от того, куда в вашей натальной карте попало ваше солнце, ваше скорпионе солнце, да, поэтому, естественно, у всех обстоятельства будут разные. Вы же понимаете, что на планете 700-800 миллионов скорпионов, и все по-разному живут, да. Все зависит еще от вашей даты, времени, места рождения, да, поэтому, дорогие мои скорпионы, которые даже родились в один день, у вас Солнце может быть в разных астрологических домах ваших натальных карт. И здесь, конечно же, понимаете, что у вас обстоятельства будут по-разному в жизни складываться. Кто-то будет спасать людей в большом бизнесе, да, будет кто-то спасать крупные корпорации, кто-то будет спасать, я не знаю, детишек в школе, заниматься их обучением, образованием, интеллектуальным трудом, да. То есть вот такая история. И здесь нет плохих или хороших скорпионов. Плохие скорпионы это тот, кто ничего не делает и так реализуется, пишет мне там в комментариях. Вот так вот жизнь наклоняю и все делаю вот как я вот так вот хочу против вот это. Конечно, такая история по жизни, когда скорпион делает так, как хочет он, но все-таки такой посыл внутренний, что я типа против всех, и долго будет продолжаться это против всех, да. Здесь история понять, почему вы внутри воюете, да. То есть если вы с кем-то где-то воюете, или же с самим собой вот это идет борьба, то она немножко нездоровая, это нужно понимать. Потому что основная функция знака зодиака Скорпион, такое предназначение этого знака, это спасать. А если вы начинаете воевать, то сбит фокус в вашей жизни, сбиты вообще координаты, и здесь нужно настраивать систему. Поэтому, дорогие мои любимые скорпионы, основной такой маркер, идете вы туда или не туда, я вам рассказала. В этом июне очень важно будет вам понять, что вы хотите сделать, куда вы хотите прийти, потому что июль будет сложнее, август будет еще сложнее. Большое видео про это лето на 3 месяца, это лето надежд. У нас все-таки будет, у вас такой момент, у всех этот момент будет, что все захотят в иллюзии в какие-то такие впасть, немножко расслабиться, немножко довериться вот такому летнему течению жизни, настроения. Ребята, ловушка, дорогие скорпионы. Вы-то уж в это реально понимаете и верите. Несмотря на то, что ситуации будут случаться разные у каждого знака. Кстати, можете задавать вопросы под этим видео, какие именно с вами будут случаться ситуации. Но обязательно пишите дата, время, место рождения свое и вопрос, который вы хотите узнать, отвечу, ребят, персонально каждому, потому что общий гороскоп я рассказываю, но все, что касается именно вашей жизни, находится в ваших натальных и транзитных картах. И здесь, конечно же, мне нужно видеть ваши четкие данные рождения.
Те, кто, конечно же, хочет поторопиться, записаться на консультацию до 6 июня, прекрасные цены на натальные карты, годовые прогнозы. Кто хотел, дерзайте, кто давно присматривается. Буду вас ждать, как говорится. Лето надежд выйдет совершенно скоро, уже на этой недельке, поэтому для того, чтобы спланировать большое лето, не впасть в просак, сориентироваться по жизни и, как говорится, с минимальными финансовыми и энергетическими затратами. Для вас это очень важно. Конечно же, в июне хорошее время для того, чтобы заглянуть вглубь себя, понять, что вы хотите, куда вы хотите прийти. Да? Ситуации, которые будут выбивать вас из колеи, будут специально настраивать вас на то, что вы что-то упустили, и это такое большое, мощное, глобальное. Скорее всего, вы упустили себя в своей жизни. То есть вы научились жить, подстраиваться под обстоятельства, но вы не научили обстоятельства подстраивать под себя. То есть это такая история в жизни Скорпиона, да. Вообще это такая большая история в жизни любого знака зодиака. Но у Скорпиона это очень важно. Это та история, когда вы сначала прорываете свою жизнь, я бы так сказала, среди обстоятельств, да. То есть вы сначала выкручиваете вот этот большой вихрь событий в вашу пользу, и потом уже начинаете закручивать этот вихрь событий как удобно вам для того, чтобы, то есть помогать, спасать, реализовываться в этом мире, для того, чтобы обстоятельства уже крутились вокруг вас, да. Потому что кто такие скорпионы? Это спасатели, это бизнесмены, это люди властные, это люди влиятельные. И если вы таким не являетесь, то, скорее всего, вы боретесь за все это в своей семье. Портите, рушите отношения, ругаетесь с близкими, с любимыми, не можете договориться. Скорее всего, отошли от семьи, потому что уже разругались со всеми. Ребят, просто секрет в том, что вам нужно начать жить свою жизнь, и остальные члены вашей семьи, родственники, в конечном итоге поймут, что вы такой человек, что вы так живете, но при этом не теряя контакт, не разрушая, да, вот на таком вот очень простом уровне, не разрушая свою жизнь, жизнь со своими близкими, да, и не уходя в закат, как это, знаете, там, да я лучше все, я со всеми поругаюсь и уйду, не буду со всеми общаться. Тактика так себе, провальная, вообще не мудрая, вообще очень легкая, простая. Конечно, есть ситуация, когда надо просто уйти, да, но это когда нет никаких обязательств и ответственности. А если ответственность и обязательства есть, то, ребята, здесь только настраиваемся, усложняемся, понимаем, что чем взрослее мы становимся, тем наша жизнь становится сложнее, и это нормально. Да, сейчас со всех утюгов трещат, что все должно быть в легкости, все должно быть быстро, ты решил этим заниматься делом, и оно сразу у тебя получится. Ребят, для освоения любой деятельности, если вы хотите, конечно, на века фундаментально и с большим размахом, но это не быстро, это не за один день, не за один год и даже не за два. Да? То есть это планомерная работа, идти в свою жизнь, в свою будущую, в свою реализацию. Конечно, если вы решили быстренько хайпануть, словить на этом деньги, то откат от таких ситуаций, как правило, очень долгий. То есть вот этот вот успех, он длится гораздо короче, чем длится потом откаты, восстановление, работа над ошибками, осознание. И заново выходить вот из этого ската, да, в который скатился, подниматься гораздо сложнее, потому что уже гордыня не дает подниматься. Да, поэтому здесь, ребят, понимаете, осознайте, кто вы, потому что жизнь не будет сильно давать по щекам. Нет, в июне сделать многое чего будет хорошо. Но вообще у вас с разворотом Плутона июнь, июль, август, сентябрь и октябрь — это истории, когда, то есть это месяца, да, немножко вперед забегу, которые будут вас по чуть-чуть, каждый месяц будет по-своему выводить из баланса, из вот этого состояния. Вам будет казаться, как будто специально вот это все происходит. Да? Плюсиком еще, конечно же, развернулся Юпитер, но к скорпионам, если, конечно же, это не касается ваших личных транзитных карт, здесь можете, конечно, вопросик спросить, а касается, потому что в основном для скорпионов Юпитер — это такая планета очень мелкая. Вот разворот Плутона — это история, которая, конечно, гораздо сложнее. Но сам даже Плутон в сложных ситуациях дает те самые силы для маневра, для движения.
Поэтому скажу так, что планомерная работа в этом, я бы так сказала, июне, это хорошая такая история, да, но захочется быть агрессивным, да, потому что все-таки у нас, я бы так сказала, такая история будет с Марсом, что ваш второй управитель Марс, он будет выводить из вот этого состояния комфортной работы, да, а будет такая история прям переть очень сильно, очень мощно, очень напряженно. И как раз таки те скорпиошки, кто родился в первой декаде, да, октябрьский и вот еще начало ноября, то есть будет у вас такое ощущение, настроение, что хочется прям злиться, хочется напролом, хочется мощно. Здесь смотрите, главное, чтобы это не ушло у вас в разрушение, потому что можете со всеми поругаться, причем на сухих таких эмоциях, потому что Марс в этом моменте будет идти как раз-таки по Тельцу, это сухие разрушительные эмоции, если вам что-то не нравится. Либо же продуктивно освоенные финансы на этих эмоциях. Поэтому я вам скажу, что все будет зависеть от ваших руках. Вы сможете либо заработать больше, либо же вы разругаетесь в силу своей вспыльчивости. Если вспыльчивость сильная, естественно, ребят, занимаемся спортом, выплескиваем очень много своей агрессивной энергии, потому что Скорпиону по-другому, ну никак, ребята. Нужно злость и агрессию выплескивать, и без спорта, конечно, никак. Все те, кто говорит, да я и так не могу, у меня там какие-то медицинские показания, так поэтому и есть медицинские показания не заниматься чем-то активным, потому что у вас столько этой энергии. Врачи всегда перестраховываются. Но здесь, конечно же, нужно идти по чуть-чуть, пометодично, начинать с самого. Обычно же как, врачи же говорят, нужно начинать по чуть-чуть что-то делать. Но нет, нам же всегда хочется в первый день очень много, вот прям вот так вот, чтобы прям сразу у нас все тело такое вздрогнуло, и нам потом вообще все запретили. Поэтому здесь по чуть-чуть, ребят, очень сильно, по чуть-чуть чувствуйте агрессию, если у вас противопоказания. Если же у вас нет противопоказаний, ребят, делайте. Почему вы вообще не делаете? Скорпион — это тот знак, который должен быть постоянно на спорте, постоянный всплеск энергии, потому что у вас очень много энергии. Скорпион без спорта ведет к саморазрушению зачастую. Поэтому, дорогие мои любимые, я в вас верю, я знаю, что у вас все получится. Здесь главное не сидеть на месте и действовать. А уж с вашей мудростью и философией вы точно сможете. Главное не уйти в разрушение. Дорогие мои любимые скорпионы, вот такой для вас будет июнь. Месяц, который несет в себе большой потенциал. Главное делать. Если же будете не делать, то, скорее всего, к концу месяца будут различные сложности в виде финансов, в виде отношений и здоровья, чего бы не очень-то хотелось. Поэтому давайте, начинайте делать для того, чтобы стать таким классным, четким скорпионом. Ребят, лето надежд на этой неделе ожидаем большое видео. Если остались вопросы, оставляйте в комментариях в этом видео, либо же жду на консультации. И, ребят, спасибо большое, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Вещаю для тех, кому нужно идти вперед, кому нужно ускориться. И я очень всегда рада, когда мне пишут: Женя, сделал, получилось, Женя, все классно в работе получилось, да, как раз таки в эти сроки все хорошо. Я очень, на самом деле, волнуюсь за вас, и я бы так сказала, болею, переживаю, да, истинно ваш болельщик. И очень бы мне хотелось, чтобы в мире было очень много развитых, классных скорпионов, потому что вы тот знак, без которых все остальные не справятся. Нет столько силы и мудрости и внутренней вот этой вот бури эмоций, переживаний для того, чтобы этот зеленый шарик развивался. Ребят, спасибо, что были здесь, и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.